Сожалеете о том, что вы совершили, все-таки какое-то раскаяние в вашей душе появилось за последнее время? Я не знаю за что раскаиваться. Мне сколько поналепили, понашили, я не знаю сколько мне там понашили десятков. И еще на 70, еще явку с повинной там мне еще пришили там. Андрей Чикатило – один из самых мрачных и трагических имен в истории криминалистики СССР. Его преступления потрясли страну и оставили неизгладимый след в памяти миллионов. Он считается одним из самых известных серийных убийц Советского Союза. Он убивал в период с 78 по 90 год на территории нескольких российских регионов, но преимущественно в Ростовской области. На его счету 43 доказанных убийства, но по некоторым данным жертв могло быть намного больше. Но перед тем, как перейти к рассказу о его семье и как она живет, поговорим немного о том, кем был и чем прославился, собственно, Андрей Чикатило. Чикатило окончил школу почти с отличием. Отучился на связиста в поселке городского типа Ахтырский в Краснодарском крае. Затем служил в считавшихся престижными погранвойсках КГБ в Средней Азии. Затем был перенаправлен связистом в Берлин. После дембеля переехал в Ростовскую область. Женился, отучился в Ростовском государственном университете и университете марксизма и ленинизма при одном из краснодарских вузов. В 1970 году Чикатило устроился учителем русского языка и литературы в школу-интернат города Новошахтинска. Здесь он впервые начал домогаться учениц, из-за чего его вскоре уволили. В 1978 году он устроился воспитателем в училище в ростовском городе Шахты, но и здесь проработал недолго. Чикатило снова начал домогаться воспитанников, пока один из них не поднял шум и не рассказал о произошедшем друзьям. Те избили педофила, после чего тот уволился. В том же 1978 году Чикатило совершил свое первое убийство. В Шахтах он снял небольшой частный дом, куда позднее заманил 8-летнюю девочку, пообещав угостить ее импортной жвачкой. Как только школьница пересекла порог, педофил набросился на нее, ударил ножом в живот и задушил. Затем он изнасиловал уже мертвую девочку и сбросил в местную речку Грушевку. И еще через несколько месяцев маньяк изнасиловал и убил 17-летнюю студентку. Он откусил девушке соски и забил ей рот грязью так, что она задохнулась. Третьей жертвой преступника стала 13-летняя школьница. Затем он расправился еще с 6 детьми и подростками в возрасте от 9 до 16 лет. Схема убийств была одна. Чикатило искал детей, гуляющих без родителей, на остановках, железнодорожных станциях и в автобусах. Затем втирался к ним в доверие и уводил с собой, обещая показать что-то интересное или угостить чем-нибудь вкусным. Жертв он насиловал, а затем отрезал им половые органы, вырезал внутренности и выкалывал глаза. После этого Чикатило устроил гастроли. Тела десятков его жертв находили в Ташкенте, в Подмосковье и на Украине. По всей стране начались масштабные поиски убийцы. В какой-то момент Чикатило в целях конспирации вступил в народную дружину, которая помогала полицейским ловить маньяка. Таким образом, преступник искал самого себя. Так продолжалось до 1984 года, пока патрульные не заметили Чикатило, выходящего из леса. Тогда его задержали, но вскоре отпустили за недостатком доказательств. После этого за подозреваемым установили слежку. Оперативники изучили маршруты передвижения Чикатило, и к 90-му году его снова задержали, предъявив ему обвинение в убийстве десятков человек. А в 1994 году маньяка казнили путем расстрела. Сын Андрея Чикатило, Юрий Чикатило, родился в 1969 году в городе Новочеркасске Ростовской области. Он окончил школу, потом пошел служить, в том числе в Афганистане. Получив ранение, он вернулся в родной город, поселился у родителей и устроился охранником на один из местных заводов. Летом 90-го года у 21-летнего Чикатило-младшего впервые возникли проблемы с законом. Он вместе с друзьями ограбил вьетнамских торговцев, украв у них партию поддельных часов на сумму около $10 000. Преступников быстро поймали и отдали под суд. Тогда Юрия приговорили к 2 годам условного лишения свободы. Всего через несколько месяцев после суда над Юрием, в ноябре 90-го года, его отца Андрея Чикатило арестовали по подозрению в убийстве 43 человек.
Тем временем сын преступника переехал в украинский Харьков и занялся перевозкой товаров из Турции, чтобы потом торговать ими на рынке. К 1992 году Юрий женился и взял фамилию новой супруги Мирошниченко. Вскоре у пары родился сын, которого назвали Андреем в честь деда-маньяка. Помимо основной работы, в Харькове Юрий Чикатило занялся незаконной торговлей оборудованием для шахт. Когда милиционеры обратили на это внимание, сын маньяка сбежал обратно в Россию. Чикатило снял квартиру в Ростове-на-Дону, где продолжил криминальную деятельность. Тогда же он понял, что родство с маньяком может сыграть ему на руку. Юрий взял псевдоним Чиксон, комбинация фамилий Андрея Чикатило и английского слова «сон», переводящегося как «сын», и занялся заказными вымогательствами. Для большего эффекта он запугивал жертв своим свидетельством о рождении. К 1996 году Юрий Чикатило стал угрожать собственнику квартиры, которую снимал. Сын убийцы потребовал переоформить жилье на свое имя, а также заплатить ему $10 тысяч. В противном случае Чикатило грозил убить всю семью арендодателя. Несмотря на это, хозяин квартиры обратился в милицию. Чикатило-младшего быстро задержали и вскоре приговорили к 2 годам лишения свободы. Он вышел из колонии в 1998 году и снова сменил фамилию. На этот раз он взял девичью фамилию матери и стал Одночевым. Скрыться от закона это не помогло. Через несколько месяцев сын маньяка снова загремел под суд. На него написали сразу несколько заявлений в милицию. Как оказалось, на свободе Чикатило-младший успел ограбить женщину, взять в заложники своего знакомого и изнасиловать жительницу Ростова-на-Дону. Тем временем украинская полиция сообщила, что его разыскивают за хищение в особо крупных размерах. На этот раз Юрия Чикатило приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Выйдя на свободу в 2004 году, он снова переехал в Харьков и жил там с матерью вплоть до ее смерти. В 2009 году Чикатило-младшего в очередной раз арестовали по подозрению в покушении на убийство. Он едва не зарезал своего знакомого. Какой срок Юрий получил за это преступление, неизвестно. Позднее он сам рассказывал, что отсидел еще 13 лет за вымогательство и кражу госимущества. После очередного освобождения Юрий Чикатило стал активно участвовать в украинских и российских телешоу. Так, в 2015 году он появился в эфире телепрограммы «Говорим и показываем». На шоу Чикатило-младший заявлял, что его отец ни в чем не был виновен и якобы судили его за чужие нераскрытые преступления. «Мой отец ни в чем не виновен, уверен в этом. Он был очень добрым человеком, не поднимал на меня руку», уверял Чикатило-младший. Кроме того, в 2014 году он участвовал в Евромайдане в Киеве. Своего отца он тогда выставлял как украинского патриота. Юрий также заявлял, что хотел бы эмигрировать в США и написать книгу про своего отца. По информации из телеграм-канала «Шот», в последнее время Чикатило-младшего разыскивали в Украине местные судебные приставы и полицейские. У мужчины накопилось множество долгов по алиментам на сына и по банковским кредитам. Кроме того, на нем висели несколько штрафов от автоинспекции. Чтобы не платить по долгам и не попасть под суд, сын маньяка отправился на фронт. О вступлении сына известного советского маньяка Юрия Чикатило в ряды ВСУ стало известно 20 марта. Мужчина служит на Харьковском направлении подразделений артиллеристов. В конце апреля стало известно, что зимой артиллерийское подразделение, в составе которого был Чикатило-младший, попало под обстрел ВСРФ на Харьковском направлении. С тех пор мужчину не видели. Тогда его лишь включили в списки пропавших без вести. Позднее, в августе 25 года, сообщили, что Чикатило-младшего признали погибшим на Харьковском направлении в зоне специальной военной операции. Теперь власти Украины планируют посмертно представить мужчину к ордену за мужество 2-й степени. Далее поступило официальное опровержение самим Мирошниченко. Он записал краткое видеообращение, опровергнув сообщение о своей смерти и назвал их российской пропагандой. Он заверил, что жив, а в рядах ВСУ не служил и, соответственно, в боях в зоне СВО не участвовал. Я Мирошниченко Юрий Андреевич, 20.08.1969 года рождения. Хочу заявить, что прошу не верить российской пропаганде, вот это все фейки про меня. Я жив-здоров, в ЗСУ не служил, так как по состоянию здоровья имею хронические заболевания. Вот. Слава Украине, и прошу
меньше слушать эту российскую пропаганду. Также мужчина добавил, что якобы обновил свои данные воинского учета через электронную систему ЦНАП. Телеграм-канал ШОТ, комментируя видеообращение Мирошниченко, написал, что история с его призывом и смертью – маневр для того, чтобы откосить от передка. Авторы канала выразили уверенность в том, что теперь Чикатило ждет повторная медкомиссия и, возможно, таки отправка в войска. При этом ШОТ продолжают настаивать на том, что по документам из украинского военкомата Мирошниченко якобы значился как мобилизованный в октябре 22 года артиллерийский полк, потом пропал без вести и был признан погибшим. От известия о преступлениях Андрея Чикатило пострадала вся его семья. Супруга преступника Феодосия Одначева уже на суде отказалась контактировать с мужем, а после его казни переехала в другой город и стала торговать на рынке. Лишь однажды она появилась в эфире телеканала НТВ, заявив, что, будучи в браке, ничего не знала о преступлениях мужа. В 2005 году Феодосия Одначева скончалась. Также у Андрея Чикатило была дочь Людмила, родившаяся в 1965 году. Еще в детстве она подозревала о наклонностях отца и пыталась указать на них своей матери. Однако та не верила. Когда у Людмилы появился собственный сын, она ненадолго приехала погостить у родителей. Тогда она стала свидетельницей того, как Чикатило домогался своего внука. После этого она окончательно оборвала все связи с отцом и уехала в Харьков. После скандала Людмила несколько лет не общалась не только с отцом, но и с матерью. В 90-м году девушка вышла замуж во второй раз. У пары родилась дочь. С тех пор Людмила ведет непубличную жизнь.